Смертная казнь. Самое суровое наказание для опасного преступника. Во многих современных странах ее давным-давно отменили, но не в Китае. За что же могут дать столь суровое наказание? Традиционно в этой стране казнят за преступления против человека. Убийства, изнасилования, теракты. Громкий случай произошел всего несколько лет назад. Воспитательница детского сада, решившая отомстить коллеге из-за личных разногласий, отравила еду, предназначавшуюся детям. 27 марта 2019 года в детском саду Мэнмэн города Цзяоцзо, провинции Хэнань, все было как обычно. В соответствии с режимом дня детям подали на завтрак кашу. Однако в одной из групп вскоре после еды малыши почувствовали недомогание. Ситуация развивалась стремительно. Дети плакали, жаловались на боли в животе, у них началась рвота. Всего в числе пострадавших оказались 25 детей. Симптомы указывали на массовое пищевое отравление в острой форме. Представители администрации срочно вызвали медиков. Правоохранительные органы начали проверку, предполагая вначале халатность персонала. Но заключение экспертов гласило: кто-то добавил в кашу большую дозу нитрита натрия. Нитритная соль используется в пищевой промышленности как улучшитель цвета и консервант, однако в больших дозах она оказывает токсический эффект. Случайный вариант попадания вещества в кашу был сразу исключен, и спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали воспитательницу детского сада Ван Юнь. Ее обвинили в умышленном отравлении детей. Следствие установило, что Ван Юнь за несколько дней до ЧП поссорилась со своей коллегой Сунь Моу на почве разногласий в педагогических вопросах. Ван Юнь посчитала, что последнее слово можно оставить за собой, отравив воспитанников Сунь Моу. 27 марта она привела свой план в действие. Врачам удалось спасти большинство малышей. Однако один из воспитанников спустя несколько месяцев скончался от последствий отравления. Это во многом предопределило судьбу Ван Юнь. И 13 июля 2023 года приговор в отношении 39-летней женщины был приведен в исполнение. Смертная казнь в отношении женщин в Китае применяется довольно активно. В первую очередь речь идет о дамах, увлеченных в совершении убийств несовершеннолетних с особой жестокостью, а также женщинах, связанных с контрабандой наркотиков. Широко известна также история китайского таксиста Джун Юань. Водитель крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi Chuxing 24 августа 2018 года в районе города Юэцинь изнасиловал и убил 19-летнюю девушку-пассажирку. Убийца завез ее в безлюдное место, где, угрожая ножом, связал ей руки и ноги заранее приготовленным скотчем. Позже мужчина перевел с помощью ее мобильного телефона на свой счет 9 тысяч юаней, что равняется примерно 120 тысячам рублей или 1285 долларам, а затем изнасиловал и убил девушку, перерезав ножом горло. Перед смертью погибшая успела написать своей подруге, что водитель везет ее куда-то по горной пустынной местности, а потом отправила сообщение с просьбой о помощи. Но это, конечно, не помогло. Девушка больше не вышла на связь. Мужчину быстро нашли и задержали. Он сразу признался в содеянном и показал, куда спрятал тело. Мужчину казнили 30 августа 2018 года. Перед смертью ему разрешили повидаться с родными. После столь громкого происшествия власти организовали проверку всех подобных китайских сервисов, а также ужесточили требования к водителям, которые регистрируются в системе. Компания Didi Chuxing при этом прекратила оказывать свои услуги. Нередко совсем юные девушки и дети становятся жертвами маньяков. Например, помимо прочего, в Китае довольно высок уровень преступлений, связанных с педофилией. За последние годы зафиксировано не менее 7 тысяч подобных случаев. Но самое громкое и массовое преступление произошло в 2015 году.
Тогда был казнен учитель провинциальной школы. Он работал с учениками начальных классов и в течение 1 года растлил и изнасиловал не менее 26 девочек в возрасте от 4 до 11 лет. Пожилой Ли Цзиньшунь специально выбирал себе в жертвы застенчивых девочек из бедных семей, родители которых уехали на заработки в крупные города. Детей он насиловал прямо в учебных классах или в спальных комнатах. И в отличие от остальных случаев применения смертной казни, китайское общество на этот раз единогласно поддержало приговор. Отдельные пользователи сети даже выражали сожаление, что обычная казнь – слишком гуманное наказание для такого преступника. Тем не менее, смерть Цзиньшуна стала скорее исключением, так как большинство педофилов в Китае отделываются лишь длительными тюремными сроками. Например, известна история колумбийского учителя. Иностранец по имени Даниэль подрабатывал в одной из частных школ города Циндао. По данным с камеры видеонаблюдения, мужчина приставал к ребенку. Он вошел в спальню, где спят дети, и засунул руки под одеяло одной девочки примерно на минуту. Это произошло, когда китайский воспитатель отлучился в туалет. Даниэля задержали несколько дней спустя, однако приговор в его отношении был не настолько суров. Мужчина получил лишь несколько лет ареста. 22 мая 2014 года 2 автомобиля на большой скорости влетели в толпу людей в административном центре Синьцзян-Югурского автономного района, городе Урумчи. ДТП? Несчастный случай? Нет, спланированная акция террористов. Одна машина взорвалась, из другой взрывное устройство выбросили наружу. 39 человек погибли в результате данной катастрофы. Еще 90 получили ранения разной степени тяжести. В том же регионе в октябре 2013 года джип выехал на мост рядом с главным входом в музейный комплекс Гугун и врезался в ограждение, за которым находились пешеходы. В результате ДТП погибли 7 человек, еще 38 человек получили ранения. А самый первый теракт произошел 30 апреля на железнодорожной станции. В результате него 3 человека погибли, еще 79 получили ранения. Всего от действий террористов за все время существования преступной группировки погибли не менее 150 человек, более 400 получили ранения. Жертвами стали как гражданские, так и военные лица. О какой же группировке идет речь? В Синьцзян-Югурском автономном округе, помимо титульной китайской национальности хань, проживают также мусульманы-уйгуры. Именно на членов и пособников исламского движения «Восточный Туркестан» возложили все перечисленные террористические акты. Организация не стала отрицать, что она имеет отношение к содеянному. 13 человек были казнены в 2015 году. Они были причастны к 7 инцидентам, произошедшим на территории региона. Кроме того, власти Китая объявили награду за информацию о готовящихся преступлениях. Борьба за спокойствие в данном регионе все еще продолжается. Но чаще всего в Китае казнят не за преступления против человека, а за распространение наркотиков. Если вы думаете, что вас, как иностранного гражданина, это точно не коснется, вы глубоко ошибаетесь. Ведь необходимо соблюдать законы той страны, в которой вы пребываете. В КНР за контрабанду, продажу, перевозку или производство более 1 килограмма опиума, а также более 50 грамм метамфетамина или героина предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение, которое может быть заменено на тюремный срок свыше 15 лет. Так, в 2019 году суд Пекина приговорил жителя Южной Кореи к смерти через введение инъекции. Мужчину задержали еще в 2014 году по подозрению в продаже 5 килограммов метамфетамина. Однако дело тянулось слишком долго, поскольку власти Южной Кореи настаивали на более лояльном приговоре в отношении своего гражданина. Просили пересмотреть вердикт или отложить его исполнение по гуманитарным соображениям. Но это не спасло нарушителя. Приговор все же был приведен в исполнение. И это уже 6-й южнокореец, казненный в Китае.
Один человек получил смертельный приговор в 2004 году за убийство. Остальные также за распространение наркотиков в 2001 и 2014 годах. Громкое дело, связанное с тем же правонарушением, произошло и в 2014 году. Тогда гражданин Канады Ллойд Шелленберг был пойман китайскими властями за сбыт метамфетамина в особо крупных размерах. Его признали виновным в контрабанде целых 220 килограммов данного вещества. В ходе судебного процесса мужчина был обеспечен адвокатом и переводчиком, и изначально удалось получить самое мягкое наказание, предусмотренное законодательством Китая – 15 лет лишения свободы. Но приговор не устроил канадца. Шелленберг, настаивая на своей невиновности, подал апелляцию, и тогда суд города Далянь не только не удовлетворил ее, а наоборот ужесточил приговор, назначив смертную казнь. Процесс длился более 5 лет, и за эти годы открылись новые подробности по делу. Приговор вызвал осуждение китайских властей со стороны Канады, США и Нидерландов. «Мы призываем Китай помиловать Ллойда Шелленберга. Мы решительно не приемлем этого жестокого и нетипичного для правовой практики наказания», заявил посол Канады в КНР Доминик Бартон. Высказался также и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Нас очень тревожит то, что Китай допускает произвол в вынесении смертного приговора, в особенности в отношении гражданина Канады». После описанных ранее случаев могло сложиться впечатление, что только иностранцам здесь присуждают высшую степень наказания за торговлю наркотиками. Однако это не совсем так. В 2017 году китайской полицией была накрыта группировка, занимающаяся производством и сбытом наркотиков в крупных размерах. Все 7 членов банды, граждане КНР, получили свое наказание. Главарь группировки Чэнь Сюйхун и еще один наркодилер были приговорены к смерти. Еще 2 члена группировки приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора сроком на 2 года. Как правило, смертный приговор с отсрочкой означает освобождение от казни. Если подсудимый в течение этого периода не совершит новое преступление, то смертная казнь может быть заменена пожизненным заключением или меньшим сроком. Оставшиеся члены банды получили различные тюремные сроки от 2 до 10 лет лишения свободы. Банда, о которой идет речь в новости агентства Синьхуа, на протяжении 2 лет занималась продажей метамфетамина, реализовав порядка 33 килограммов данного вещества с мая 2014 года. Так, торговля наркотиками – одна из самых распространенных причин, по которой может быть вынесен смертный приговор. Власти КНР строго относятся к производству и сбыту запрещенных веществ на территории своего государства. Казнь часто публичная – способ показать преступникам степень ответственности за такую деятельность. Кроме наркотиков, китайские власти активно борются с коррупцией. Они считают ее одним из главных препятствий на пути к достижению основных целей развития. Общенациональную кампанию «Борьба против тигров и мух» начал в 2012 году лидер страны Си Цзиньпин. Программа достигла внушительных цифр. Только в 2019 году за коррупционные и дисциплинарные правонарушения были привлечены к ответственности не менее 254 тысяч чиновников. Расскажем о наиболее интересных случаях. В 2009 году приговорен к смертной казни бывший глава международного аэропорта Шоуду Ли Пэйн. С января 1995 по ноябрь 2003 года Ли был помощником генерального директора, президентом и генеральным менеджером Capital Airports Holding, а также председателем правления Пекинского аэропорта. Он был признан виновным в получении взяток от связанных сторон за помощь в организации несанкционированных инвестиций и предоставлении гарантий по банковским кредитам. На незаконной деятельности Ли присвоил себе не менее 82,5 миллионов юаней у компании в период с 2000 по 2003 год.
Суд Шаньдуна заявил, что сумма денег по делу Ли была особенно крупной и нанесла стране значительный экономический ущерб. Однако мужчина вернул все незаконно полученные деньги государству и попросил пересмотреть приговор. Но ни один из судов, включая Верховный, не стали смягчать наказание. Мужчину казнили в августе 2009 года. Широко известно также дело китайского миллиардера из списка Forbes. Лю Хань находился на 148-м месте в списке самых богатых китайцев. Тогда его состояние оценивалось в 855 миллионов долларов. Он возглавлял частную горнодобывающую компанию Ханлонг, базирующуюся в провинции Сычуань, и в 2011 году запустил более чем миллиардную сделку по поглощению австралийской фирмы Sundance. Но сделка в 2013 году расстроилась. Тогда же в китайских СМИ появились сообщения о том, что Лю Хань задержан. Вместе с 3 подельниками он приговорен к смертной казни за организацию и руководящую роль в мафиозной группировке, а также за убийства и другие преступления. Незаконный оборот оружия, вымогательство и так далее. Всего в группировке Лю Ханя состояло 37 человек. Обвинение утверждало, что Лю собрал банду еще в 1993 году, и за время существования группы ее участники совершили огромное количество преступлений, включая 9 убийств. По данным правоохранительных органов, группировка взяла под незаконный контроль ряд отраслей местной экономики, получая огромные прибыли и серьезно нарушая экономический и общественный порядок. Попавший за решетку миллиардер в своих показаниях признавал, что вел агрессивную тактику в бизнесе, но предъявленные ему обвинения отрицал, уверяя, что они были сфабрикованы против него по политическим мотивам. Смертный приговор Лю Хань встретил со слезами на глазах. Интересно также еще одно дело, связанное с мошенничеством. Оно старое, 2011 года, однако точно заслуживает вашего внимания. Предприимчивый бизнесмен Вань Чжэньдунь на фоне увеличения доходов граждан КНР решил организовать финансовую пирамиду. Он продавал своим вкладчикам наборы для разведения муравьев. Но не спешите делать выводы. В традиционной китайской медицине муравьи широко распространены. Муравьев, например, могут добавлять в чай и напитки в качестве натурального средства от болезней. Но не необычный товар делает компанию Yongkou Donghua Trading, организованную Вань Чжэньдунем, мошеннической. Дело в том, что придуманная мужчиной схема имела все признаки финансовой пирамиды. И, конечно, заработать на ней могли лишь самые первые вкладчики. Остальным же приходилось довольствоваться муравьями. С 2002 по 2005 год удалось привлечь в компанию не менее 10 тысяч легковерных китайцев. По соглашению с производителями, одни сделали инвестиции в производство, другие принялись сами разводить муравьев у себя на дворах. Однако выплата дивидендов скоро закончилась, а муравьи продолжали размножаться с необыкновенной быстротой. Когда в ситуацию вмешалась полиция, было уже слишком поздно. От суммы в 300 миллионов долларов, заработанной Ван Чжэньдунем, практически ничего не осталось. Основатель мошеннической схемы и его подельники потратили все на покупку предметов роскоши. Более 10 тысяч вкладчиков потеряли свои сбережения и начались массовые протесты. Бизнесмена арестовали в июне 2005 года. Учитывая общественную опасность преступления, суд приговорил Ван Чжэньдуна к смертной казни, а его 15 сообщников – к тюремному заключению сроком от 5 до 10 лет. Имущество Ван Чжэньдуна, согласно приговору, было конфисковано и пошло на оплату долгов вкладчикам. Представленный список правонарушений показывает, что в Китае, как правило, казнят лишь за громкие и жестокие преступления. И несмотря на то, что данное наказание все еще используется в стране восходящего солнца, с каждым годом смертных приговоров здесь становится все меньше и меньше. А как вы считаете, должна ли быть отменена смертная казнь во всем мире? Спасибо за просмотр.